Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о самообучении и об одной из самых популярных и самых основных проблем самообучения– это найти основу, от чего оттолкнуться. Потому что когда мы учимся где-нибудь в заведении, нам рассказывают, что, как, где и как учить. В общем, все за нас решают, все за нас делают, мы просто как бы поглощаем информацию. Когда же вы становитесь на путь самообучения для работы, для учебы, для себя, неважно. Просто вы что-то хотите сами освоить, всегда вот этот первый шаг, как же его сделать, как правильно его сделать. Здесь приходится полностью принимать все решения сам за себя. Но, к счастью, ученые, конечно же, понимают, что взрослые учатся немножечко иначе и изучают этот процесс. Потому что в детстве мы идем с самого начала до самого конца какой-либо там науки, теории, навыки и так далее. Потому что маленькие дети, они не имеют опыта, они не имеют какого-то бэкграунда и так далее. Поэтому их нужно прям с самого-самого начала начинать. Но когда мы взрослые, у нас уже есть какое-то образование, есть какие-то знания, навыки и так далее. То есть за нашими плечами очень большое понимание мира, мы много чего знаем, умеем и так далее. И это как раз-таки ключ к тому, как учиться самостоятельно, как выстраивать свое обучение. Потому что Дэвид Аллен Колба – это социальный психолог, и он занимается вопросами и обучения взрослых. То есть изучает, как взрослые учатся, и он предложил очень простую, но очень рабочую систему, которая вам очень сильно поможет, если вы будете ее использовать. Так вот, система заключается в том, что мы получаем опыт, мы анализируем опыт, мы подтягиваем теорию к этому опыту, и мы применяем это на практике. То есть очень простых 4 шага, которые помогают максимально эффективно организовывать обучение. То есть сначала мы получаем какой-то опыт, то есть нам кажется, что мы что-то делаем, и нам чего-то не хватает. Вот тогда появляется желание что-то изучить, что-то усовершенствовать, дополнить свои знания, потому что, мы взрослые, мы постоянно что-то делаем, мы постоянно куда-то двигаемся, там на работе у нас что-то происходит, и мы понимаем, что чего-то не хватает, что-то у нас что-то происходит. То есть всегда посыл к самообучению, он не появляется из ниоткуда. Вы не лежите на кровати и вдруг, хочу, не знаю, заниматься вышиванием. Нет, скорее всего, вы где-то что-то увидели, что-то посмотрели, что-то попробовали. Этот самый опыт. Второй этап – это анализ этого самого опыта. Это то самое вычленение незнания, непонимания, нехватки знаний. То есть то, чего вам не хватает для того, чтобы самостоятельно это изучить. То есть вам недостаточно просто понимать, что вот я что-то хочу такого. И шуровать туда, в ту сторону. Нет, вам нужно четко выявить вот это самое нечто, чего вы не знаете, не понимаете, не можете, у вас не получается, и уже дальше заниматься только им, потому что у вас нет времени начинать с самого начала, все вот это вот перекапывать, это потом придет. Нам нужно вычленять то, что нам нужно, и дальше переходим в теорию. То есть здесь у нас уже теория, мы узнаем, что, как делается, мы практикуемся и так далее. В общем, изучаем то, чего нам не хватает. Это очень простое. То, с чего, в принципе, все начинают. На самом деле, нужно точно знать, что вы делаете, зачем вы это изучаете, зачем вам это нужно, и тогда уже переходить к теории. И, конечно же, потом идет практика, то есть не утопаем в теории, сразу практикуем для того, чтобы получить опыт, проанализировать его, опять добавить теорию и опять на опыте все это использовать. То есть это такая замкнутая система, которая позволяет максимально быстро что-либо изучить, потому что когда мы получаем какой-либо опыт, если мы его проанализируем, мы можем четко выявить, чего нам не хватает. Тогда мы залечиваем эту ранку, мы практикуемся и потом опять выявляем какой-то пробел, либо то, куда мы хотим дальше направляться, потому что иногда бывает, что мы уже изучаем то, что нам хотелось, но нам интересно какое-то другое направление, но мы это получаем только на опыте, только понимая, что вообще происходит в этом мире, мы можем понять, куда мы хотим двигаться дальше, и так дальше по вот этой системе мы движемся. На своем примере расскажу, как это все работает. Когда я еще училась на психолога, у нас немножечко было когнитивной психологии, мы ее чуть-чуть так затрагивали, совсем чуть-чуть, но тут я поняла, что мне интересно. То есть я уже зацепилась за это все дело, и я такая, что изучает, какая наука изучает как раз-таки память, внимание, вот это все. Мне в Википедии выдают когнитивная психология.
Отлично. Что мне изучать? Когнитивная психология. Я взяла учебник, просто взяла учебник, никак не анализируя, почему именно меня заинтересовала эта наука, что именно я хочу. Просто хочу, и все. Купила учебник, и я купила еще очень неудачный учебник, потому что, в принципе, на русском языке по когнитивной психологии практически ничего нету. Есть там учебники, но они все страдают от того, что они слишком сложным языком написаны, непонятным, перегруженным, который отбивает вообще все желание их читать, их изучать и так далее. И вот я пыталась вгрызться в этот учебник, и, конечно же, это все медленно происходило, и, в принципе, желание уже угасало, я уже хотела бросать, я еще в тот момент, когда начала когнитивную психологию изучать, такая думаю, нет, мне нужно строение мозга, и я сразу кинулась на Coursera, там Medical Neuroscience, там очень сложный медицинское изучение мозга, то есть нейронаука со стороны медицины. Это очень сложный курс. Я почему-то сразу такая, туда, мне нужно туда. Это все полностью отбивало все желание, потому что я вот начала с самого начала, вообще не понимая, что и зачем мне нужно. И когда уже желание практически пропадало, ко мне попало несколько нон-фикшн книг по обучению, то есть около того. То есть это было и GTD тоже, потому что в GTD там рассказывается немного о строении мозга, о том, как это все применяется в жизни. То есть очень практические книги ко мне попали, которые объясняли, как работает наш мозг и как это использовать. То есть там и по планированию, и по продуктивности было несколько книг, которые вот конкретно так работает наш мозг, так мы это можем использовать. И такая, так вот же, это то, что я хотела на самом деле. Не вот эти заунывные книжки о том, как построена наша память, очень теоретически, при том, что тот учебник, который я приобрела, он был очень устаревший, потому что когнитивистика за последние там 10-15 лет очень сильно развивалась, и там очень сильно все продвинулось за счет ФМРТ и других таких процедур, которые смогли еще глубже проникнуть в наш мозг. В общем, это все сильно развивается, а там было все очень теоретически, очень общо и так далее. В общем, именно тогда, когда я получила реальный опыт, то есть вот там, научпоп, вот практическое применение, я поняла, чего мне не хватает. И тогда я начала отдельно там научпоп читать по памяти, отдельно по вниманию, по силе воли, по привычкам. И я это все читала и понимала, что, вот что я хочу, я начала реально получать знания, они реально начали подтягиваться, все эти знания, то есть я получила опыт, я проанализировала, что именно это я хочу, я начала набирать теорию, и сразу же за счет того, что у меня уже был на тот момент канал, то есть, только начинался, но он уже был, я начала применять это все на практике и на себе, то есть на практике начала применять, и опять-таки я получала опыт, что-то у меня не получалось, там, по поводу карточек, там, например, в обучении, я читала про карточки, как это все работает, потом подтягивалась, а как все-таки работает память именно там, со стороны краткосрочной памяти, долгосрочной памяти. Я находила материал, это изучала и так далее. То есть все закрутилось гораздо быстрее, потому что я точно выявила то, что мне хотелось. Я изучала этот опыт, вычленяла то, что мне нужно. Я это изучала, применяла и следующий, потому что тот самый Medical Neuroscience я сначала очень долго жевала, вообще не могла проживать его и так далее. Во-первых, я поменяла учебник по когнитивной психологии, я взяла Бера Neuroscience, он гораздо проще, гораздо интереснее этот учебник, я его несколько раз показывала. С ним все веселее пошло, потому что там тоже много практического применения, там легче все написано, хотя и на английском, но гораздо проще читается. И когда я поняла, зачем именно мне строение мозга, вот зачем действительно оно мне нужно, чтобы еще глубже понимать все эти процессы, которые я уже изучила, тогда я очень легко и очень быстро просмотрела Medical Neuroscience. Я с удовольствием это все посмотрела, потому что мне было интересно. Я прям впитывала легко эту информацию, я легко понимала, потому что у меня уже был какой-то бэкграунд, я уже понимала, зачем, что происходит, то есть я понимала, как работает память, как работает внимание, зачем нужно соединение нейронов, зачем эти там хлоры, натрий между собой там коммуницируют и так далее. Я понимала, зачем это нужно. И тогда процесс гораздо быстрее пошел. Поэтому, когда мы начинаем самообучение с того, что
мне что-то хочется, начну это сначала, вот как мы в школе привыкли. То есть, если вы хотите изучить какую-то науку, просто покупаете учебник и сначала начинаете. Это путь очень длинный, очень скучный и практически в никуда. Скорее всего, если вы все-таки дойдете до конца учебника, вы уже потеряете весь свой интерес. Если же вы будете получать реальный опыт, мне интересно вот это. Изучите этот вопрос, проанализируйте, почему вам интересно, что это за наука, что она делает, там, не наука, навык, все что угодно. Ну, то есть то, что вам интересно. Проанализируйте, что именно. Может быть, это просто какой-то легкий интерес, и вам не нужно вообще в это вгрызаться, потому что мы еще очень любим, если нам что-то начинает нравиться, мы покупаем какие-нибудь материалы, курсы, учебники, сразу всего накупаем, сразу всего все самое красивое, самое лучшее. Мы же не можем так, чтобы чуть-чуть совсем. Мы так наверняка. И потом это пылится, я думаю, у многих там, не знаю, хорошие фотоаппараты пылятся, еще какие-то материалы там художественные, потому что когда-то захотелось и так далее. Поэтому нужно очень так прицельно бить, очень точно, тогда вы сможете хорошо, быстро продвигаться, вы не потратите на это много времени, сил, денег и всего прочего, но вы сможете освоить то, что вам действительно интересно, то, что вам действительно принесет пользу. И, возможно, там, вам хватит одной цепочки. А если вам дальше интересно, то вы можете бесконечно по этой цепочке ходить, получать знания, получать удовольствие, получать пользу и так далее. Поэтому это очень хорошая, рабочая и очень простая схема. Да, вначале будет немножко странновато, все это выглядит, но поверьте мне, когда вы один или пару раз этих циклов пройдете, вы поймете, насколько это круто, удобно и, в общем, будете дальше этим пользоваться. Все, мои хорошие, надеюсь, вам это поможет, подскажет, и вы наконец-то начнете более эффективно организовать свое самообучение. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.